Трамп уже все придумал, но 2 недели обещал подождать. В НАТО заявили про отправку войск в Украину, как они будут действовать и кто может ими командовать, будут ли они стрелять в оккупантов. Китай готов ввести войска в Украину, под чьим флагом и с каким условием, оно одно и очень важное. Российские ядерные подлодки угрожают США, а Путин переходит на язык жирных намеков. Ультиматум для Лукашенко: прислушается ли диктатор к рациональным советам заграничных военных. Об этих и других главных событиях субботнего вечера 23 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Скандал, который может разорвать дипломатический фронт Европы. Китай якобы готов впервые отправить военных в Украину. Но не просто так, только под флагом Организации Объединенных Наций. Немецкая пресса со ссылкой на источники в Пекине и дипломатов ЕС пишет, что в кулуарах уже обсуждают детали. Ранее МИД Китая категорически отрицал подобные планы. В марте официальный представитель Го Цзякунь заявлял, что сообщения медиа о миротворцах, цитирую, совершенно не соответствуют действительности. Но дипломаты в Брюсселе бьют тревогу: вместо нейтралитета Китай может заняться шпионажем и фактически работать в интересах Москвы. Владимир Зеленский жестко пресекает подобные разговоры. Никаких китайских миротворцев в Украине не будет. Киев не намерен звать страну, которая с начала войны льет миллиарды в российскую экономику и снабжает Москву электроникой для оружия. Что это, хитрый маневр Пекина, попытка Москвы затянуть процесс или реальный сигнал о готовности переменить формат войны? Как думаете вы? Не забывайте написать в комментариях. В НАТО наконец-то озвучили свою позицию по вопросу отправки войск в Украину. В Европе уже обсуждают план отправки британских и французских военных в рамках возможного мирного соглашения. По данным СМИ, около 10 стран готовы также предоставить свой контингент. При этом председатель профсоюза Бундесвера считает, что для эффективной миссии потребуется не символическая группа, а десятки тысяч военных на долгий срок. А вот НАТО пока не готово обсуждать детали ввода войск в Украину. Глава военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каводрагоне в интервью итальянским медиа заявил, что вопрос размещения иностранного контингента находится лишь в зародыше, и никаких официальных обсуждений внутри НАТО не велось. Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что вопрос контингентов был поднят отдельными странами, возможно, на двустороннем уровне. Например, на месте, кто решает, нарушили ли соглашение россияне или украинцы, кто разрабатывает правила применения, какую территорию нужно охранять, солдаты должны только следить или также защищать, и если да, то с каким оружием. По словам представителя НАТО, тема возможного присутствия союзных военных в Украине – это скорее элемент международной политики и переговоров с Москвой, чем реальный план на данный момент. Неплохие идеи Дональда Трампа о том, как действовать, если Владимир Путин откажется садиться за стол переговоров с Владимиром Зеленским, он озвучивать отказался, но пообещал, что они у него точно есть. Американский президент сделал такое заявление во время общения с журналистами в Белом доме. Отвечая на вопрос, что произойдет, если встреча так и не состоится, Трамп подчеркнул, что сначала выяснит, кто виноват в ее срыве. Я посмотрю, чья это вина. Если есть причины, я это пойму. Мы посмотрим, состоится ли у них встреча. Интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Потому что я сказал им провести встречу, но я буду знать через 2 недели, что я собираюсь сделать. Есть довольно неплохие идеи. Интересно, а кто же все-таки виноват в ее срыве? И стоит ли ждать 2 недели, чтобы это понять? Или достаточно одного интервью для NBC News? Встреча не запланирована. Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка для саммита. И этой повестки пока нет. Президент Трамп после встречи в Анкоридже предложил несколько пунктов, которые мы разделяем. По некоторым из них мы согласились проявить определенную гибкость. И Зеленский все отверг. Даже предложение отменить закон, запрещающий русский язык. В Украине призывают не слушать кавалерию Путина, а продолжать работу над переговорами.
Я считаю, что нам действительно стоит отложить это в сторону и не отвлекаться на то, что говорит Лавров. Я думаю, что лидерство президента Трампа и его команды, а также руководство Украины движутся в правильном направлении для продвижения переговоров, и нам предстоит очень усердно работать. И я знаю, что наш министр иностранных дел и советник по нацбезопасности, а также глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак очень активно работают со своими американскими коллегами. Лавров снова обесценивает заявление Путина, одним махом срывая все договоренности между США и РФ. Но прислушаются ли к тому, кто по русским пословицам не портит борозды? Кто главный в Кремле? Такой вопрос, я напомню, поставил и еврокомиссар Андрюс Кубилюс. Как можно договариваться с Путиным, если после его встречи с Трампом Лавров публично отрицает все обещания? Возможно, Путин не главный в Кремле? А как вы думаете, кто на самом деле главный в Кремле? Пишите в комментарии свои версии, свое видение, не сдерживайте себя. Ну а мы спросили о том, стоит ли принимать слова Трампа близко к сердцу украинского эксперта, управляющего партнера национальной антикризисной группы Тараса Загороднего. Это проблема Трампа, то, что он обещает. И это его проблема с американскими избирателями, потому что его все там критикуют, и у него начинается избирательная программа. Кампания в Конгресс. Его критикуют и республиканцы, и демократы за слабую позицию в отношении России. То есть тут время все равно работает против России, против Трампа. Он вынужден оправдываться в данном случае. Какая у него политика? Ну, у Трампа стандартная политика всех американских президентов и игра в «Спаси Россию». Они последние 150 лет занимались этим. Но проблема в том, что как раз появление Трампа приводит к тому, что Россия катится в экономическую пропасть, потому что у Трампа главное нефть и газ для него. Это конфликт интересов гигантский с Россией. Скандал назревает прямо в стенах Верховной Рады Украины. Власть готовит решение, которое может перевернуть всю систему военного учета. Десятки тысяч молодых украинцев неожиданно получают право свободно выезжать за границу. Скорее всего. Законопроект касается мужчин до 22-23 лет, которые формально не подлежат мобилизации, но сегодня прикованы к Украине военным положением. Теперь же их готовы отпустить без дополнительных условий и ограничений. Депутат Федор Венеславский признает, ситуация зашла в тупик, молодые люди ищут лазейки, платят за нелегальные схемы, а те, кто выехал до 18 лет, даже не думают возвращаться. Новый закон должен это все узаконить. До 23 лет полная свобода передвижений. Молодые люди, которые хотят учиться, например, за рубежом, этого реализовать не могут. Вынуждены искать сомнительные с точки зрения закона лазейки, чтобы покинуть Украину. Но есть нюанс. Тем, кому уже исполняется 23 в этом году, дорога закроется, скорее всего. Вопрос о точной планке 22 или 23 остается спорным, и решать будет Минобороны и политическое руководство страны. Фактически это первый раз за годы войны, когда власти официально обсуждают открытие границ для части молодых мужчин. Для одних шанс, для других сигнал о разрыве старой мобилизационной логики. Ультиматум для диктатора. Минску лучше держаться подальше от границ. МИД Украины жестко отреагировал на запланированное в Беларуси военное учение и посоветовал режиму Лукашенко не играть с огнем. Киев напоминает, что перед полномасштабным вторжением 2022 года российские войска также стягивались к границе под прикрытием маневров «Запад-2021». Теперь ситуация повторяется. В ближайшие недели на территории Беларуси пройдут учения ОДКБ «Взаимодействие 2025», «Поиск 2025», «Эшелон 2025» и, главное, совместные стратегические учения армии Беларуси и России «Запад-2025». Поэтому надо быть реалистами. Все не мытьем, так катанием образуется. Не так, как мы, может быть, хотим. Поэтому, да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было, чтобы они не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения в будущем на нас. Но обстановка может сложиться так, что... МИД Украины призвал международных партнеров не закрывать глаза на угрозу, усилить санкционное и политическое давление на Москву и Минск, а также помочь укрепить обороноспособность Киева, который, как подчеркивают в заявлении, защищает Европу от российской угрозы.
Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять рассудительность, не приближаться к границам и не провоцировать силы обороны Украины. Тем временем Литва уже закрыла часть своего неба у границы с Белоруссией. Президент страны заявил, нынешние учения будут меньше, чем в 2021, но все равно представляют серьезный риск. А в Минске начали оправдываться и даже намекнули на перенос части маневров вглубь страны, обвиняя в этом всем Польшу и Литву. Украина же дает понять, если Лукашенко решит повторить сценарий 2022, последствия будут куда жестче. Путин снова решил сыграть на оптимизме Трампа и свете в конце туннеля. На встрече с атомщиками в Нижегородской области российский диктатор заявил, что переговоры на Аляске с президентом США прошли содержательно, и что теперь Москва якобы видит шанс на потепление отношений с Вашингтоном. По его словам, контакты продолжаются, и даже в Арктике у России большие планы вместе с США, вплоть до участия Новатэка в проектах на Аляске. Подробностей он не привел, ограничившись намеками на перспективу экономических соглашений с США, несмотря на то, что никаких реальных подвижек по Украине в Анкоридже достигнуто не было. Правда, не без странных угроз тоже. Наши стратегические атомные подводные лодки ходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество. А в Кремле тем временем продолжают переписывать события и давать текст читать своему главарю. Ну, кстати, у нас нет недружественных стран. У нас есть недружественные элиты в некоторых странах. А с народами этих стран у нас, уверяю вас, там пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят о том, что мы начали войну, и забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война. А мы делаем все для того, чтобы ее прекратить. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.